Сегодня мы возвращаемся в Америку. И на повестке дня приатлантический штат США с населением чуть менее 1,5 миллиона человек. Мэйн. Это самая восточная часть США. Именно здесь американцы первыми встречают рассвет. С граничащего с Канадой холмистого севера, прямо в Атлантический океан, спускаются водные артерии, питающие речные городки. 85% земель Мэна покрыто лесами. В процентном соотношении это самый лесной штат США. Собственно, мэнский герб на это и указывает. А еще на гербе красуется морячок. И это важно, потому что на скалистом побережье штата ежегодно добывают около 60 тысяч тонн лобстеров. Название «Мэн» странно произносится на русском языке. Англоязычные пишут и произносят его немного иначе. Maine. Но все же иногда мы упоминаем название штата правильно, когда видим вот этих пушистых красавчиков. Мэйн-кун. Это порода длинношерстных громадных кошек, родом именно с северо-восточного побережья США. Местная природа очень красива. А скалистые побережья украшают 65 разных маяков, открыточные виды которых вы наверняка в своей жизни где-нибудь встречали. Все эти красивости привлекают американских и даже канадских туристов. Состоятельные американцы имеют здесь загородные дома, своеобразные и уютные заокеанские дачи. К слову, самые известные здесь дачники – это семья Бушей. Они приезжают сюда проводить отпуск. Столица штата – небольшой городок Огаста, всего лишь на 19 тысяч жителей. А крупнейший город Мэна – это Портленд. Родной город Стивена Кинга и один из старейших городов Америки с богатой колониальной историей, в агломерациях которого проживает 500 000 человек. Мэн – это регион удивительной воды. Здесь мы сможем увидеть течение рек снизу вверх. А их глубина поражает воображение. Вода вообще порой вытекает прямо из земли. А в океане притаились загадочные аномалии. Эту серию я решил сделать под давно всеми забытый жанр дабстепа и его близких ответвлений. Надеюсь, мои меломаны вам понравится. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Ребзи, знаете, после Амура игра уже перестала давать мне нужный градус хардкора. Это меня как-то совсем расслабило. И я верну в игру хоть и небольшой, но элемент рискованности. В гараже белозерских Пашин у меня накопилось 12 тачек. Знаете, что я сделаю? Продам 7 из 12 машин. Вот это поворот! А ощутимую часть денег с их продажи пущу на визуальный ремонт оставшихся. Так что сегодня мы слезно прощаемся с красавчиком Фениксом, быстрым пикапчиком, имбовым Беттером, извивающимся Катерпиллом, тяжеловесным МЗКТ, работягой КамАЗом и его верным напарником Базом. Новым зрителям напомню, что играю на особых настройках сложности, видосик о которой лежит самым первым на моем канале. Подпишитесь, чтобы не забыть, и потом гляните. А мне пора собрать остатки автопарка и купить билеты в Мэйн. Maine.
Единственный оставшийся в живых скаут Трекл красится в маскировочный цвет и улетает на разведку низины. Стрёмное название у карты, лучше бы назвали ее «Побережье». Я уже говорил, что юмор разрабов какой-то слишком топорный. Вот, например, придорожный баннер гласит, что здесь 200 лет без наводнений. И сразу за ним наводнение. Ну какая-то, слишком прямая ирония. Но вот за визуал карты разрабов хочу похвалить. Хоть цветовая гамма и попахивает вайбами Юкона, но иногда местный графоний выдает просто безумно красивые пейзажи. Центр низины затоплен речным разливом. Выглядит малопроходимым болотом, но на самом деле здесь много скрытых бродов. Восточная часть – это река и затопленная ею дорога. Течение здесь нехилое, надо быть осторожнее. А мы точно на Мальдивы едем? Зая, я первый раз по навигатору еду, если честно. Западная часть карты – типичный для Мэна лесной массив. Пока что лес недоступен из-за дорожных обвалов. Но самая балдежная часть – это южный берег карты. Я смотрел много американских роликов про реальный Мэн, и это действительно очень похоже. Аплодисменты разработчикам. Хоть здесь, как и во всем SnowRunner, не хватает людей, но я кайфанул от уютного порта и пирсов. А еще на юге есть вайбовый кусочек типичного американского пригорода. На каменистом острове завалялся модуль тюнинга, и на пути к нему я столкнулся с той самой водной аномалией. Ее течение пропустило меня к модулю. Но на обратном пути Трекл просто прибило водой к камням. Ладно, откисай. А я пока смахну пыль с Татры и начну восстанавливать функции сломанного гаража. Обычно мои красивые пролетки камеры игре не мешали, но во время этой съемки я умудрился завалить Татру, пока уезжал за пределы кадра. Этот фейл будет исправлять кировец. Позже к компашке присоединится еще и Крас, поскольку Татра Форс не имеет низкого седла для квестовых полуприцепов. Честно сказать, я полностью отпустил ситуацию с логистикой, забил на планирование и возил грузы как попало, не особо думая наперед. Так что стройного порядка повествования не стоит ожидать. Квесты на разгребании завалов так и не открылись. Западный лес остается для меня недоступен. Большинство функций гаража восстановлено, и линейка квестов повела меня на вторую мэнскую карту. Кажется, я знаю происхождение карты Yellow Rock. Однажды давно Амур трахнул Юкон, и через 9 месяцев родилась вторая карта Мэна. Глубокий снег вперемешку с коричневой грязью, хрустальные льдины-убийцы, 10 деревьев на квадратный метр. Все пыточные инструменты в наличии. Но пока мне здесь нужно лишь расчистить туннель, ведущий в закрытый лесной массив первой карты. Кременчугский агрегат займется этой работой. Рядом как раз есть склад металлобалок.
На асфальтовом пути мне сильно мешает этот микрозавал. Я нашел, как его быстро и безопасно объехать через щель в деревьях. За всю игру я около 30 раз буду здесь проезжать. Наконец-то добрался до западного леса низины. Оказалось, именно на этой стороне карты спрятался квест по разбору завалов. Нужны длинные деревяшки, но по правилам моей сложности нельзя грузить их микроманипулятором Краза. Значит, пока забью на это. Недолго отдыхавшей Форсе пора помесить снег. На складе еще остались балки. Буду возить металл вот к этой огромной упавшей опоре ЛЭП. Это местечко выглядит эпично. Убрав с пути опору ЛЭП, я отправил наверх Трекл. Наверное, там будет какая-то интересная пасхалка, или может даже новая машина. All I do is daydream. They've been sleeping on us, I'm just trying to see what they seen. Поеду добивать разведку Yellow Rock'а. Думал, что в этом месте под водой будет брод. Но под водой оказался бутерброд. Трекл медленно дрейфовал вниз по течению, пока не пришвартовался к дереву лебедкой. Но позже бедолага упал почти в том же месте, без возможности залебедиться. Однако, это был не самый стрёмный инцидент. На форсе я немного отвлекся, хотел сдать вперед, но была включена задняя передача. Ледоколу Кировцу снова пора выручать Татру. Но если бы все было так просто. Ладно, пока что спасу Трекла, а потом придумаю, как оторвать чеха, присосавшегося к елке. Большой кран в текущей ситуации прилепится только к МАЗу. Ему придется сделать нехилый крюк через 2 карты. Но благодаря этому я наконец-то загрузил досками Краза и расчистил северный завал. My past keeps saying to stay on this path, I couldn't be nearer. I remember my past, I couldn't get clearance. Для удобства расставляю по маршрутам пару залитых цистерн. Одну на болотах, другую в лесном массиве. И для еще большего комфорта привез досточки к южному завалу. Ну теперь в низине сплошной кайф. А еще в лесу меня поджидала интересная находка. В игре его зовут Акамацу Форестер. А реальный прототип John Deere 1210E. Daydream.
Американская компания John Deere занимает 84-е место среди крупнейших в Штатах. Слоган компании гласит: «Ничто не работает лучше, чем Deere». И с этим тяжело поспорить. Хоть создатель этой компании уже давно не с нами, но дело его живет и процветает. Колеса этой спецтехники редко заезжают на асфальт, ведь его максимальная скорость – 23 км в час. Он выдвигается на место работы, на трале. И вот здесь, среди поваленных деревьев, John Deere – просто король погрузки. На этом чуде инженерии не требуется управлять каждым узлом манипулятора отдельно. Ведь программное обеспечение настроено так, что стрела становится буквально продолжением руки оператора. Благодаря такой продвинутой системе, его водители достигают просто невероятной ловкости. Как же все-таки чертовски приятно наблюдать за филигранной работой мастеров погрузки. Наш зеленый Джонни подрезал у экскаваторов функцию поворота кабины. И даже в SnowRunner присутствует такая возможность. Зачастую операторы лесоповала натягивают на колеса специальные гусеницы. Эта машинка весит 18 тонн, плюс закидывает в себя до 13 тонн древесины. Кстати, рулевое колесо не предусмотрено. Вместо руля у Джона Дира вот такая микропимпочка. А вокруг нее куча кнопок, многие из которых могут кастомизироваться. По итогу хочу сказать, если мои внуки когда-нибудь спросят у меня, что такое эргономика, я просто покажу им на видео, как работает John Deere. Похвально, Светлана, не уходи далеко, ты нам еще пригодишься. Джон сейчас выглядит как помятый зеленый лопух. Его бы починить, но функцию ремонта еще нужно восстановить. Крас начал этим заниматься, но топлива не хватило, и Трекл помчался собирать квестовые бочки. Теперь на каждой карте есть по одной заправке с минимальным ценником. Но не настолько минимальным, как на пашнях, разумеется. Кразу нужно хорошенько подготовить этот регион к дебюту Зеленого Джона. Так что он не только восстановил ремонтный цех, а еще и несколько часов расчищал восточный тоннель, удобно соединяющий две карты. А также по пути захватил бытовки, которые пригодятся в будущем. И вот теперь John Deere готов показать этим чертовым бревнам, где раки и лобстеры зимуют. Подвеска у Джона очень мягкая, просто проглатывает все неровности и напоминает мне старичка Пейстара. Этот аппарат грязи не боится, едет медленно, но уверенно. Однако это не подводная лодка, и с водой надо быть осторожнее. Мне, конечно, совсем далеко до тех виртуозных водителей Джона Дира, которых вам показывала Светлана. Но и управление манипулятором в игре, знаете ли, совсем не такое мягкое и плавное. Расход топлива у этого древесного жука отнюдь не самый большой, но по Мэну предстоит повозить рекордное количество бревен. Так что Масс переоденется и поможет Джону в этом нелегком деле. В какой-то отчаянный момент я подумал, что придется оставить здесь Татру навсегда. Однако Масс-ураган не зря называют королем SnowRunner.
Карта Yellow Rock до сих пор не разведана. Но в центре Yellow Rock'а есть гора, на которой нужно починить вышку. Привезя фаервотчерам кучу всякого хлама и миллион бревен, они наконец-то открыли для меня 90% карты. Теперь пора возводить мост. Для этого нужно много бетонных плиток. Склад с цементом на востоке, а плиточный завод на западе. Дабы не объезжать реку за 3-9 земель, Татра и Крас придумали вариант хитрой кооперации. Местный бетонный завод замерз во льдах, и чтобы его растопить, пришлось разориться на крафтовый генератор. Наконец-то я замесил цементный раствор и слепил долгожданные плитки, с их помощью построив не менее долгожданный мост. Теперь я смогу удобно пересекать реку. Кстати, вот этот солидный мужчина, уже мелькавший в моем ролике, это реально существующая статуя Пола Баньяна, персонажа американского фольклора из Мэна. Скорее всего, вы уже встречали его прототип ранее, в фильме Андреса Мускетти и Стивена Кинга про стрёмного клоуна. Местную гостишку ресурсами снабдил, теперь надо закончить пару важных государственных дел на первой карте. Вымышленный американец, прости за сломанный забор, но у тебя на заднем дворе завалялись ядерные отходы. Долго я оттягивал момент скоростных состязаний в низине, но надо бы уже расчехлить трекл и получить золотые медали. Ну и пару штрафов за превышение скорости. Привыкни к аппарату, нормально. Не топи ты! Ты чё, оху... Left alone, I feel I can't escape myself. Trapped in my comfort zone, I know it doesn't now. I feel like I can't breathe, I'm losing air, I'm gone. I need to get out, I need to get out. Плотная работа по восстановлению лесопилки в низине заканчивается. Осталось лишь заправить стройплощадку бытовками и добавить щепотку древесины по вкусу. А в награду от владельца лесопилки мне достается легендарный доисторический зверь-людоед. Здоровенный яд! Снова привет, джентльмены! В 1967 году 255-й в огромных количествах начал сходить с конвейера Кременчугского завода. А в 1975 году эта бричка получила советский госзнак качества. В общем, производство продолжалось 27 лет, и этот монстр постоянно модернизировался.
Водители говорили, что это безумно надежная и хорошая машина. Но при этом называли его лаптежником и даже зверюгой-людоедом. И не беспричинно. Советскому Союзу нужна была супердешевая и производительная рабочая лошадка. Некогда было заботиться об излишних удобствах. Ну а что же вы хотели от кабины с деревянным каркасом в металлической обшивке? Никакой шумоизоляции, постоянно вибрирующая кабина, а едкий выхлоп коптит прямиком в легкие. Много сил у водителя отнимало кручение руля с сомнительным гидроусилителем. 50-метровая лебедка тоже не славилась комфортной раскруткой. Есть легенды, что тяжеленный капот людоеда резко закрывался от порыва ветра, прикусывая таким образом своего водителя. Однако, при всем этом безобразии, Крас был настолько надежен, что мог запросто пережить своего водителя. Ну что, Дмитрий, готовы ли мы протестировать эту 12-тонную малютку? Разумеется, помчали. Честно говоря, скучаю по своему любимчику, КамАЗу. Не грусти. Если любишь, отпусти. Но Крас достойная замена. Людоед не так экономичен по солярке, однако добирается до пункта назначения быстрее КамАЗа. И я даже умудрился ни разу за весь Мэн не обсохнуть на кразе посреди маршрута. Даже на каком-нибудь Амуре мне не приходилось возить столько древесины. Я, конечно, понимаю, что Мэн – самый лесной штат США, но это все равно какой-то перебор. Ну хотя бы Джон Дир и Крас немного разнообразили для меня эту рутину. Для меня последующие древесные катания по Мэну – это где-то часов 10. Зато для вас это всего пару минут с красивыми кадрами под бодрящую музыку. Награды за мэнские квесты более ощутимы, чем в предыдущих евразийских регионах. Несмотря на постоянную закупку соляры, мой бюджет все равно выбирался в небольшой, но стабильный плюс. Татра Форс поставила финальную точку в грузовых поручениях, но завершить прохождение Мэна предстоит двум другим автомобилям. В состязании «Опасные игры» надо проехать по точкам, проходящим через замерзшие болота, с видом от руля. Думал, что Трекл ловко прошмыгнет по льду, но лед оказался совсем нежным. Тогда этим займется снявший бочку минский колосс. С первого раза на МАЗе я не справился, но понял, что можно не проезжать точки строго по порядку. На второй заход составил себе идеальный маршрут. В состязании «Загадочные монолиты» надо прокатить скаутский прицеп по зеленым оазисам Йеллоу-Рока. Ночью. Как и в прошлом состязе, стандартный маршрут оказался паршивым. После примерно 3-4 неудачных попыток я составил более хитрый маршрут.
На моей памяти это самый длинный состяз. Нижняя планка на золото аж 18 долбанных минут. Трекл плохо справлялся со снежной горкой, и я подтянул его лебедкой Маза. И вот я, на высыхающем баке, вылетаю на финишную прямую, после которой смогу наконец-то сказать заветную фразу. «Мэн, полностью завершен». Время выдохнуть и расслабиться, собрать в кучку свой сократившийся автопарк и подвести итоги Мэна. По итогу штат Мэн был весьма интересен и понравился мне. Но ровно наполовину. Я влюбился в первую карту и возненавидел вторую. Машины в этом регионе просто бомба, было интересно искать про них информацию. Как, впрочем, и про сам штат Мэн. Ну а теперь минутка занимательной математики. Я наколесил по Мэну 728 километров. На топливо было потрачено 195 тысяч. Лебедки подтягивали мои машины 240 раз. По региону перевезено 199 грузов. И 30 из них – это пачки бревен. Автопарк хоть и сокращен теперь до 7 машин, но в банке накопилось 919 тысяч шекелей. Надо бы подумать над очередным усложнением. К сожалению, несколько других моих роликов лишились части звуковой дорожки из-за решений правообладателей музыкальных треков. Но я не собираюсь вставлять в свои ролики посредственную музыку, даже под такой вот угрозой. Напомню, что в случае отвала звука вы можете включать субтитры в ролике, ведь я любезно прописываю их вручную и перевожу на 8 разных языков. Автор провел за сбором информации и монтажом около 60 часов. И лучшая для него от вас награда – тапнуть лайк и черкануть коммент. Так точно, Светлана. И на этом мы с вами прощаемся. До очередного грузового приключения. Аривидерчи. Yo, 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 yo.